Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня хобби итоги, раскрашенное за месяц, ноябрь. Ну, как все знают, я была в отъезде большую часть месяца. И, соответственно, раскрашено было очень-очень мало. Но, тем не менее, было и раскрашено. Давайте покажу. Я брала с собой эту раскраску в отпуск. Красила, конечно, мало по ряду разных причин, но почти доделала вот эту иллюстрацию. А здесь чуть-чуть доработать волосы. Вот этот вот вокруг, не знаю, что это, луна, не луна, фон. Ну, может быть, чуть-чуть платье доработать с перьями. Не знаю, не решила. И все. Племянница мне тут помогла. Красила тоже вот такую вот иллюстрацию. Выпросила у меня тут пару иллюстраций. Не беда. Это PDF, можно раскрасить. Ну и, в общем-то, все. Я начинала очередные, там, следующие иллюстрации бросала. Было некогда и плохое освещение. В общем, для меня нужен рабочий стол. В общем, это то, что брала с собой. Дальше. По приезду уже раскрасила на скорую руку, но не скажу, что я довольна, но тем не менее. Вот такой вот узор. Это у нас орнамент в стиле барокко. Я, во-первых, взяла неправильный оттенок синий. Во-вторых, здесь очень-очень мелко. Это все так сложно красить, тяжело. Особенно, ну, у меня зрение не очень, поэтому мне было очень сложно. Я уже красила, как красила, дабы закончить. Не знаю, закончу я когда-нибудь эту раскраску или нет, потому что краситься, ну, очень сложно. Дальше в отпуске у меня тоже появилась вот такая вот раскрасочка. Это по спиралькам, сверхъестественная. У меня с собой не было капиллярных ручек, у меня были один браш и карандаши. В общем, я раскрасила вот такую вот иллюстрацию. Вот. И следующую тоже раскрасила. Мэри Винчестер. И, господи, выбила из головы, знаете, это Дин Винчестер. Вот, господи. Вот такие у меня получились две работы. Если не ошибаюсь. Да, Дин Винчестер и Мэри Винчестер. Тоже сложновато достаточно краситься. Но иногда для разнообразия имеет место быть. Следующее, это мы с девочками устраивали челлендж Мир Керби. Выбирали друг другу странички, какие нужно раскрасить, и раскрашивали. Я показывала, я раскрасила вот таких вот чудиков лесных. Здесь акварель на фоне. Здесь везде акварель, и чуть-чуть в некоторых моментах дорабатывала карандашами. Вот юбочки эти с волосами. Чуть-чуть затемнила. Ну, в общем, незначительно так. Вот такая получилась иллюстрация. Все остальное акварель. Вот. Это уже вторая здесь работа. Если не ошибаюсь, как-то вот... И все лесное у меня получается. В общем, такая была работа в рамках этого челленджа. Дальше в рамках этого же челленджа была еще вот такая работа. Такой грифон. Здесь на фоне пастель и гуашь, ну и карандаши. Не совсем то, что мне хотелось, получилось, но, как говорится, никуда не денешься, да, вот что вышло, то вышло. Такой вот грифон. Я еще раскрашивала перед уездом, начинала, я показывала вот этот разворот, но как-то, честно, я про него подзабыла. Можно было, собственно, за неделю докрасить его, доделать, но подзабыла я про него.
Также я уже, слушайте, не ага, в рамках челленджа еще вот в мироморфозах я еще красила, у нас было 3, да, 3 иллюстрации, 3 раскраски у меня было. Вот такой вот гриб с домиками. И вот такая у меня получилась работа. Карандаши на фоне акварель. Немножко гелевой ручки, прям совсем капелюшка. В общем-то, вот такой получился рисунок у меня. Не скажу, что я прям, ну, не знаю, некоторые иллюстрации смотришь, думаешь, я сейчас все сделаю. Ну, по факту не получается. Не страшно. Как и хотела, я говорила в своем как-то влоге, что когда показывала разворот с вот этими вот леопардом, в начале там тоже то ли барс, то ли кто, я говорила, что хочу следующий раскрасить. Разворот по приезду я его раскрасила. Опять же, расстроила только то, что, ну, как по мне, немножко бледный получился. Они вроде как серо-белые, вот эти журавлики, но блеклые. Меня не устраивает, что как-то бледновато. Здесь тоже в основном карандаши. Здесь в основном акварельные карандаши и только на листочках лира. Вот. Ну, в целом имеет место быть. Следующую иллюстрацию хотелось бы уже что-то зимнее. Скорее всего, это будет вот этот вот мишка. Не уверена, но скорее всего. Поэтому пока оставлю закладку на нем. Следующее у нас был также в этом месяце челлендж сыры. Зима близко. У нас каждый год такой челлендж в конце осени. И в этот раз мы раскрашивали вот этого чудика лесного. Здесь тоже акварель. Карандаш на некоторых деревьях. Карандаш, Magic, а все остальное акварель. Ну и совсем чуть-чуть гелевой ручки белой, дабы немножко выделить. И получился вот такое вот чудо у меня. Не скажу, что супер-пупер довольна, но имеет место быть. По крайней мере, я с ним вроде как справилась, потому что заметила, мне очень все сложнее и сложнее красить. Мне нравится Игра престолов, мне нравится раскраска, но почему-то у меня не идет здесь раскрашивание, как-то не получаются работы. Следующий хочу этот зимний вариант раскрасить, лютоволка. Надеюсь, раскрашу. Также с девочками, с Дашей и еще с девочкой мы, ну, это уже не их в чате у нас есть чат с девчонками, где мы общаемся, и мне девочки предложили, Даша предложила раскрасить иллюстрацию Марии Тролли. Даш, привет тебе и спасибо за совместное раскрашивание. Даша предложила пораскрашивать вот такую вот иллюстрацию. Я надеюсь, видно. С белочкой, с цветочками. На фоне... Здесь все акварель, на фоне чуть-чуть карандаша и на фоне перламутровой акварель, потому что я уже, когда начала все красить, то он только вспомнила про то, что нужно было, наверное, сделать фон, поэтому пришлось перламутровую эту акварель наносить. Бумагу повело, конечно, на как есть. Вот такая у меня была здесь в этом месяце тоже работа. Не скажу, что я довольна, не скажу, что это прям вау, красиво. Можно и лучше, но не знаю, может, потому что торопилась, может быть, нужно было действительно начинать с фона. Тогда бы получилось что-то поярче, поинтереснее. Ну, вот, как вышло. В следующий раз нужно красить не в попыхах, да, вот. Просто девчонки меня ждали, когда я раскрашу, и я, конечно, торопиться начала. Все бегом-бегом, и поэтому. Ну, в целом, вот такая получилась у меня иллюстрация. Это тоже здесь, наверное, вторая или всего лишь третья работа. Мы тут с Милой красили тоже вот такую вот работу.
А так она у меня вся чистая. Как-то побаиваюсь этих книг от Марии Тролли. Почему-то мне они как-то тяжело даются. Надеюсь, в будущем будет проще. Ну и, наверное, все. Не помню я, чтобы я еще что-то красила. По-моему, на этом все в этом месяце, к сожалению. Совсем чуть, даже Средиземье не успела докрасить. Буду докрашивать и уже показывать вам в следующем месяце все остальные работы. Потому что вот в связи с отъездом, к сожалению, многое не успелось. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что, несмотря ни на что, на то, что так мало работы, вы были со мной, что посмотрели меня. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем хорошего зимнего настроения. Начинается такой зимний месяц, декабрь, предновогодний. Сейчас будет новогодняя суета. Елку наряжать, подарки покупать, упаковывать. В общем, сейчас такая самая, наверное, интересное время года. Ну и пишите свои комментарии, пишите, что вам понравилось, что не понравилось, будет интересно послушать. Ну а я буду с вами прощаться. Всем хорошего настроения и пока-пока.